Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Придет ли к вам любовь? Такая довольно романтическая тема сегодня будет. И давайте продолжим с вами знакомство. Напишите, из какого вы города, из какой страны, откуда вы. Давайте знакомиться дальше. Все, кто меня смотрит, пишите. Мне очень интересно всегда читать. Итак, давайте посмотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Здесь проигрывается ситуация, которую можно очень четко сказать: конец любви, конец отношений, конец семейной жизни. Опять же, кто-то недавно это пережил, кто-то давно, да? Причем для некоторых из вас это было как гром среди ясного неба. Во внимание я не беру то, что вы периодически чувствовали холодок от женщины, да? Вы понимали, что рано или поздно это случится, да? Вы догадывались, может быть, даже, что там есть кто-то третий лишний, но постоянно вы занимались самообманом. Вы вообще по жизни очень часто занимаетесь самообманом. Не хотелось верить в то, что где-то кто-то есть на стороне, да, отметали все какие-то факты даже. Не хотелось расставаться даже потому, что это любимая женщина. Было очень больно, было очень обидно, но точку для себя вы поставили. Я вам скажу, что 100% вы чувствовали, потому что у вас очень хорошо развита интуиция. Могут даже быть магические способности, поэтому вот в прямом смысле это для вас не было как гром среди ясного неба, да? В прямом смысле это для вас было ударом, да, ударом молнии, как угодно называйте. Но предпосылки были, которые вы так очень тщательно отметали. Женщины, конечно, вам по жизни вот как-то попадаются, ну, я бы сказала, вот вам в чем, а с женщинами вам не очень-то и везет. У кого-то это одна была женщина, у кого-то это несколько, да, потому что общий расклад. Вот как-то попадаются то манипуляторши, то любительницы денег, красиво пожить. Причем вы как-то сразу на это не обращаете внимания из-за того, что слишком сильно, крепко и сразу влюбляетесь. Могут быть моменты, когда вам друзья-приятели говорили, что ты посмотри, она такая, сякая, присмотрись там и так далее. Но вы вот если решили, то решили. У вас в характере есть такая черта, как упертость. И вы если решили, вот если я уперся, я так сказал, то все. Она вас покорила, я думаю, и внешностью, и фигурой, да, у кого-то постелью может проигрываться. То есть здесь первонаперво, здесь, конечно же, внешность, на которую вы клюнули. Вы в отношениях вообще человек, который отдается самозабвенно. Вот вы, если любите, то любите искренне от души, без какого-либо притворства, да, без обмана. Точно так вот, если вы разлюбляете, так скажем, да, вот у кого особенно были такие случаи, может быть, отношения временные, вот если вы понимали, что все, вы больше не любите эту женщину, вы просто говорите ей честно. Вы не будете юлить, вы не будете скрывать, да, вы так считаете, что если чувства ушли, ну зачем друг друга мучить? Нужно сказать прямо. Поэтому, знаете, от вашей прямоты вы периодически по жизни страдаете. Вот как-то по жизни повелось, я думаю, вы многие заметили, в этом таком перевернувшемся мире как-то ценятся люди больше, которые юлят, которые что-то выдумывают, вот в таком плане, да, с хитринкой, лицемеры, вернее. Вы же по-другому воспитаны, вы совершенно другой, вы больше такой прямолинейный. Вот я чувствую, я говорю, да, и вы постоянно этого ждете от других, и не всегда понимаете, что другие люди, они разные, они не такие, как вы. Причем, смотрите, вы пережили в своей жизни, возможно, даже это может быть связано как раз с вашим разрывом, да, вот как раз с кардинальными переменами связано.
пережили серьезные проблемы со здоровьем, то есть ухудшилось здоровье, вот после развода, допустим, да, у кого-то это сердечно-сосудистая система, у кого-то давление, у кого-то еще болячки вылезли, но здесь у каждого по-своему будет свои диагнозы, конечно же. Но однозначно, то, что неврозы, да, вот эти все бессонницы, это я даже не беру во внимание, потому что это само собой разумеющееся. Это вообще такие симптомы разводов, так скажем. Один из симптомов, да. Плохо сплю, значит, развелся, да. Не могу уснуть, значит, развелся. Потому что раньше вы спали как убитый. Вот реально вы так спали крепко, сейчас этого у вас нет. Вот ваш разрыв, он стал вот реально как холодный душ для вас. Много в чем отрезвило, много на что открыло глаза в жизни и много что вы поняли вообще об этой жизни бренной. То, что вы хороший отец, это однозначно. У кого есть дети, да, даже если у кого-то из вас нет еще детей, то я вам скажу на будущее, вы будете потрясающим отцом, который будет очень много времени посвящать детям, который безумно будет любить детей, вкладываться, но у вас дети вот будут просто, ну, чуть ли не на первом месте. Поэтому это вас тоже касается в той или иной степени. Смотрите, у вас единственная, в чем проблема сейчас, это отсутствие любимой женщины. Вот хочется любви, хочется. Несмотря на то, что пережили, все равно вы открыты к новым отношениям. Очень хочется встретить настоящую женщину, с которой можно жить и в радости, и в горе. Не какую-то там девочку, однодневочку, а именно такую, чтобы настоящая. С одной стороны, вам это кажется, да, это сказка, это мечты, таких нет, но глубоко в душе вам очень бы хотелось настоящую любовь встретить. Хочется, знаете, вот приходить домой, чтобы тебя ждали с горячим ужином, чтобы тебя и выслушали, и утешили, и поддержали. То есть хочется такую женщину, которая станет вашим надежным тылом. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Далее. Вы человек, смотрите, опять же, у нас довольно часто в раскладах выпадает, что все-таки у вас, либо же у самого есть какие-то магические способности, либо вы в своей жизни подвергались все-таки магическому воздействию. Опять же, это будет у всех по-разному. Кто-то приворотом, отворотом подвергался, кто-то порчам, ну то есть очень много этих видов негативного воздействия есть. Но однозначно какая-то тяга, даже я вам скажу, что вот кто смотрит очень часто те же таро-расклады, вот вы реально, вы как будто подсаживаетесь на них. Вот бывает до смешного доходит, что некоторые из вас, ну, чуть ли не как сказку на ночь смотрят, да, вот вы не уснете. Не потому, что вы там каждый день ждете какую-то женщину, каждый день вам нужно какое-то предсказание. Нет, это для вас такая вот, ну, как психотерапия. Вот для вас Таро это как психотерапия своего рода. Помимо того, что вы черпаете что-то, да, вы о себе узнаете. Вы в каком плане узнаете? Мы иногда не задумываемся о своих тех или иных качествах. Вот человек живет и живет, да? Но мы не задумываемся о своих каких-то внутренних вот переживаниях, мы не анализируем особо свои мысли, что с нами происходит, как. А эти расклады, они вам очень здорово помогают вот именно и работу над ошибками сделать, и самоанализом заняться, и на будущее они вам какие-то вот, ну, особенно, ну, вот даже взять мои расклады, да, вот я стараюсь и на будущее дать какие-то даже те же психологические советы, которые, в принципе, ну, они у всех работают, и они всем могут пригодиться, если что. Поэтому это, в конце концов, полезно даже. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же будет у вас дальше в личной жизни, придет ли к вам любовь. Ну, то, что романы придут, это 100%. Те, кто их ждет, романы придут, да, вот по дьяволу особенно. Искушения у вас по жизни есть. Другое дело, что те из вас, кто не сторонник романов, вы как-то особо не реагируете на тех женщин.
Ну, либо же так иногда, да, там можете пошалить где-то там раз в месяц, ну, чисто так, чтобы у самого у себя не упасть в глазах, так скажем. Но особой тяги нету. Поэтому любители романов, да, будет стопроцентно у вас такая возможность. Но опять же, те из вас, которые нацелены на серьезные отношения, да, вот кто ждет женщину, здесь может еще проигрываться страх, страх того, что не очень какая-то у вас финансовая обеспеченность. Особенно это те, у кого небольшая зарплата. Либо же вы там, я не знаю, не в очень хороших условиях живете. Может быть, там какой-то старый ремонт, старый дом, квартира. Ну вот в таком плане. Плюс еще есть страх, что вы не потянете женщину. Вот почему-то так вы считаете, что вот на женщину нужны там, ну, баснословные деньги. Поверьте мне, у каждой женщины свои запросы, да. Кого-то, на какую-то женщину и миллиона будет мало, а на другую женщину намного поменьше денежек потребуется. Поэтому такой это страх, ну, очень относительный и, ну, какой-то такой, я даже не знаю, как его назвать, да, но это самовынос мозга. Вот по поводу того, что я ее не потяну, это опять же будет вас стопорить перед серьезными отношениями, потому что страхи, я уже не раз говорила, страхи это очень большая сила, и страхами вы сами себя отодвигаете от будущего счастья. Так, что же еще будет у вас с женщинами, да? За романы я вам сказала. Причем, смотрите, какой-то период, опять же, поскольку общий расклад, то среди вас есть такие товарищи, которые захотят жить исключительно для себя какой-то период. Особенно, я думаю, это касаться может тех, кто, ну, не так давно разошелся. Вот вы хотите вот реально пожить в свое удовольствие. Вы приняли такое решение, да, кто-то поедет на море, кто-то просто вот, хоть и, я не знаю, там перед телевизором на диване будет валяться, и никто вам не будет мозг выносить. И уже вам хорошо, потому что вы наелись вот этих выносов мозга от и до. Здесь может проигрываться ситуация, когда вас будут сватать. Смотрите, друзья-приятели, там, коллеги, знакомые, ну, то есть кто угодно, опять же, общий расклад. Вам периодически могут подсовывать женщин, подсовывать в том плане, чтобы познакомиться, да. Ну, как это обычно говорят, да, вот у меня есть там разведенная подружка, либо же разведенная соседка, давай я тебя познакомлю, вот в таком ключе. Ну, знаете, как-то вы не очень охотно любите такие вот знакомства, ну, сводничество обычно их называют. Вот вы больше сторонник знакомиться сам. Кто-то по интернету будет знакомиться, да, кто-то в жизни знакомиться. Ну, когда вот сводят, да, это Маша, это Даша, это Наташа, это Вася, да, ну, как-то это не очень вам комфортно. Вот вам хочется знакомства в таких вот естественных, в природных таких вот условиях, так сказать. Причем вы еще знаете, вот когда вы будете, у вас будут знакомства, опять же, я разные варианты просто рассказываю. У вас будут знакомства, причем вы будете, опять же, взвешивать. А стоит, не стоит, да. Вы будете даже в чем-то придираться. Вот придираться к женщине, к каким-то ее чертам, придираться к ее каким-то умениям, да, может быть, она скажете, что она не так разговаривает, у нее не очень подвешен язык, она не очень коммуникабельная, она не очень там, я не знаю, ну, не очень следит за собой, либо еще что-то. То есть вы будете это делать, но вы будете это все очень сильно преувеличивать. Почему будете преувеличивать? Давайте уточнять. Вот все равно страхи, страхи и одиночество. Вот одиночество, к которому вы начинаете все больше привыкать. Напишите в комментариях, есть такой момент, что вы реально привыкаете к одиночеству. Вот вроде бы, да, и хочется в душе и семью, да, а с другой стороны очень сильно взвешиваете, очень осторожно знакомитесь, очень осторожно входите в отношения. Но в вашей жизни появится женщина, сейчас будем разбираться.
В вашей жизни появится женщина, которая, ну, я обычно ее называю таблетка от одиночества, да. Я не могу сказать, что вы влюбитесь с первого взгляда. Конечно же нет, потому что вы слишком сильно осторожничаете, и слишком сильно вы включаете мозги теперь вот как-то по жизни. Это по молодости вы могли еще так, ну, западать, так скажем, да, вот стрела Амура и все, уже люблю, не могу. Сейчас очень осторожничаете. Женщина будет довольно активная. Женщина, ну, она такая женщина-огонь. Она страстная, она очень подвижная, она может делать 10 дел сразу. Порой за ней не угонишься. Это женщина, которая, в принципе, она твердо стоит на ногах. Ей и одной, в принципе, комфортно. Но с другой стороны, вот когда произойдет ваше знакомство, вот как-то вы сойдетесь, вы найдете общие интересы, поэтому вам будет очень интересно и общаться, вот даже поначалу. Я не говорю, что вы сразу прыгнете в постель, нет. Это не та история, потому что женщина будет серьезная, женщина, которая в какой-то степени она тоже вот доверяй, но проверяй, но только мужчин уже она будет проверять. Она любительница животных, причем, я думаю, у нее просто фанатичная любовь к животным. Вот эти все котики, собачки, вот она чуть ли не спит, целуется с ними там в засос, ну извините за выражение. Ну как-то так вот, ну фанатичная такая любовь к четвероногому другу. Но вот эта женщина, она как раз и будет вашим таким спасательным кругом во всех отношениях. От одиночества, от каких-то ваших негативных мыслей. Очень осторожно, но она войдет в вашу жизнь. Это женщина, с которой вы можете построить семью, если у вас будет желание. Либо же будете встречаться, но это будут просто длительные, такие серьезные отношения, ну, на расстоянии просто будете отдельно жить. Потому что, как я сказала, среди вас есть те, которые, ну, не готовы больше жить семьей. Вот есть некий страх, есть неуверенность, есть недоверие. Плюс, ну, здесь сомнения даже в финансах, да. А когда вы начинаете брак, допустим, да, вот брачную жизнь, я так имею в виду, вот семью, здесь, конечно, ну, большие довольно затраты. Поэтому еще этот момент может немножко вас останавливать. Из-за этого, вот именно из-за финансов, некоторые из вас могут вот именно встречаться просто, ну, длительные отношения. Я не могу сказать, что вы будете прям такой бедный и несчастный. Нет. Опять же, я уже озвучила, да, кто захочет быть в отношениях, там, сказать, что это безумная любовь, я тоже не могу, да. Эта женщина будет вам симпатична, с ней будет хорошо, комфортно. С этой женщиной вы будете хорошо, довольно неплохо, весело проводить время, но это не будут отношения, какие были там в 20 лет, 18, да, вот не будет того драйва такого, не будет азарта, не будет тех страстей, когда ты готов среди ночи мчаться, чтобы ее 5 минут увидеть, да. Здесь уже более такие спокойные чувства, более уравновешенные, как-то вот такой вот взвешенный, логичный подход, вот так вот скажем. Хотя я не могу сказать, что здесь вообще там без любви, без всего. Здесь будет любовь, но она будет немножко другая. Вот она другая, не такая, как вот именно в 20 лет. С этой женщиной, знаете, вот вы, возможно, даже проживете какую-то, ну, довольно непростую жизнь, потому что вот если вы будете и дальше вот вместе, да, будут разные у вас ситуации, взлетов, падений, да, вот именно вы будете в каких-то вот в тяжелых жизненных ситуациях, порой трагичных, да, потому что, ну, начиная от ухода близких, да, у каждого это своя будет ситуация, я не буду сейчас это озвучивать, ну, разные испытания судьбы бывают, у каждого по-своему, то в такие тяжелые моменты я однозначно могу сказать, что она станет вашим таким надежным тылом. И это здорово, да, пусть даже это, ну, не без страстей, да, вот пусть не будет тех страстей, что в 20 лет, но тем не менее это здорово, когда у тебя есть человек, который готов реально тебе и руку помощи протянуть, да, и плечо подставить,
Поэтому в этом плане можете не переживать, да, что вот, значит, там любви нет. Любовь будет, но она немножко другая, она более осознанная, она более спокойная. Вот по молодости там больше страсти, там гормоны, там влюбленность, да, это немножко другое. А вот любовь, она уже такая более осознанная, спокойная, уравновешенная. Поэтому вот такая вот придет к вам женщина, довольно в чем-то необычная, да, очень такая интересная по-своему. Ну а уже как вы с ней будете жить или встречаться, это уже будет совершенно ваше такое личное, да, желание. Это будет ваш выбор. И здесь, как говорится, не указ уже я никому. Здесь вы будете выбирать сами. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала, либо же смайлики ваши любимые. И всем пока!